Для кого-то мотоцикл – это способ сэкономить время, для других – приключения, а для некоторых это просто стиль жизни. Сегодня поговорим о том, почему люди садятся на мотоцикл. Конечно же, самое главное – это дух свободы, нескончаемая дорога впереди, на которую ты смотришь и по которой несешься, несмотря ни на что. Дождь – это снег, возможно, или же погожий день, солнце светит или закат – это все эмоции, это все самое настоящее ощущение радости от того, что ты движешься по дороге. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты действуешь именно так, как ты сам захотел. Кстати, скорость для этого совершенно не обязательно должна быть там 200-300 км в час. Нет, ни в коем случае. Достаточно даже 40-60 км в час для того, чтобы уже начать чувствовать вот это вот чувство именно единения с мотоциклом, чувство того, что ты едешь по дороге, стремишься вдаль, как картинка, как в фильмах показывают, да. Вот ты начинаешь быть частью этого. И это, безусловно, та вещь, которую ты почувствуешь, когда ты сядешь на мотоцикл. Когда ты едешь просто по дороге, по шоссе, и вокруг тебя ничего, кроме заборов, которые ограничивают, это одно. Но стоит тебе вырваться с этого хайвея на чуть более живописную местность, когда вокруг тебя лес, когда речки, мосты, когда ты проезжаешь вот по всему этому великолепию, и мы сейчас говорим пока про Россию, но это касается и вообще всего мира, да, то есть всех пейзажей, которые ты можешь встретить, ты начинаешь чувствовать именно то, как это наполняет тебя, то, какие эмоции вот начинают тебя просто захлестывать. У тебя может даже не быть слов в этот момент для того, чтобы описать свое состояние, потому что ты просто чувствуешь в этот момент, ты чувствуешь себя живым, это то, что заставляет тебя садиться на мотоцикл снова и снова. Порой бывает так, что одна буквально поездка, не обязательно длинная, она может быть и короткой, может стереть целую неделю, месяц, а может быть даже год плохого настроения, плохого ощущения внутреннего накопившегося вот этого стресса. Это все разрешается благодаря дороге. И отрешаясь от всех мыслей, которые тебя гнетут, ты начинаешь чувствовать какое-то освобождение внутреннее. Ты более погружен в свои мысли, ты можешь сосредоточиться на том, что для тебя по-настоящему важно. Для кого-то в эти моменты приходит осознание. Кто-то резко решает поменять свою жизнь, поменять работу, поменять, возможно, даже семью. Все эти радикальные изменения, они входят в жизнь человека в тот момент, когда у тебя появляется возможность и время задуматься об этом, поговорить с собой самим честно. И, пожалуй, из-за этого ты выбираешь мотоцикл для того, чтобы откровенным быть самим собой в первую очередь. Дорога позволяет тебе открыть внутри себя сущность тебя самого настоящего, когда тебе не нужно ни перед кем не отчитываться, не нужно ни перед кем выкобениваться, быть не тем, кто ты на самом деле есть, а быть собой настоящим, потому что себе ты не будешь врать. Вот именно это открывает в тебе дорога. Другие выбирают мотоцикл ради того, чтобы именно путешествовать, поглощать новые эмоции, новые локации, и это здорово, потому что наш мир настолько многогранен, он великолепен. Чаще всего, если ты живешь в большом городе, ты редко выбираешься за пределы своего района. Вспомни, когда ты последний раз ездил к друзьям на другой конец города, если ты живешь в Москве или в Петербурге. Да и в маленьком городе ты, скорее всего, никуда сильно за пределы своего района обычно не вылезаешь. Тусуешься на детской площадке, если у тебя есть дети, гуляешь вместе с женой по парку, но это все находится внутри вот этого вот района. Мир услуг, который есть в 21 веке, он старается тебя как бы запереть внутри твоего вот этого кластера, внутри твоего квартала. И все это нас не мотивирует ездить куда-то. И поэтому, чтобы не быть зашоренным таким, чтобы познавать мир, чтобы быть открытым новому, люди выбирают мотоцикл как средство передвижения, как средство путешествий именно. Автомобиль, если мы сравниваем, он не дает таких эмоций, которые дает в мотопутешествии мотоцикл. Потому что мотоцикл — это совершенно другой мир. Ты можешь двигаться гораздо быстрее, чем на автомобиле. Тебе не страшны пробки на выездах из больших городов. Ты можешь
за день преодолевать огромные расстояния. На мотоцикле ты это будешь сделать с таким драйвом. На машине я ни разу не чувствовал, чтобы у меня возникало ощущение драйва, что я хочу прямо какое-то количество километров за день съесть. А на мотоцикле это ощущение возникает. Внутренний какой-то вызов появляется. А смогу я сегодня там проехать 1000 километров? Смогу я проехать 1500 километров? На машине как-то такого ощущения не возникает. И вот пока ты движешься на мотоцикле, пока ты едешь в свое мотопутешествие, мимо тебя проносятся города, ты можешь встретить там мотобратьев своих, с кем пересечешься в каком-то из пунктов или на дороге, и у вас возникнет какое-то маленькое локальное приключение. Мотоциклизм именно вот внутри этой коллаборации дает прекрасное ощущение единения именно сообщества. Даже во время путешествия, хоть ты можешь ехать один, одиноким ты себя чувствовать не будешь, и это офигенно круто. А на мотоцикле все-таки чувствуешь, что есть что-то большее в этом путешествии, чем просто маршрут из точки А в точку Б. Каждый выбор, который ты делаешь во время такого путешествия, он какой-то твой собственный, ты чувствуешь внутреннюю радость от того, что никто не заставляет тебя принимать эти решения. Третьи выбирают мотоцикл, потому что это некоторый адреналин, некоторый риск. Чувство адреналина и высокой скорости, например, можно по-настоящему круто испытать на треке. Вот это настоящая скорость, вот это настоящий адреналин, чаще всего гораздо более безопасный по сравнению с тем адреналином, который можно получить на трассе при езде 200 плюс километров в час, когда ты вот так вот шашечками метаешься между автомобилями, которые мешают тебе. Тут трасса свободна, и можно по-настоящему разогнаться, ощутить вот этот вот драйв. И да, многие мотоциклисты начинают с того, что просто узнают о мотоцикле, просто ездят по дорогам общего пользования, а потом кто-то даже идет в спорт. Кто-то идет там, например, в джимхану, кто-то идет за ощущениями именно в гоночный спорт, и это здорово, это офигенно круто. Конечно же, лучше, я говорю, не гонять по дорогам общественного пользования, не предназначены для этого они совершенно, и учитывая качество наших дорог, это вообще отдельный риск. Люди выбирают мотоцикл ради риска, они понимают чаще всего, что они идут на риск, они понимают, что когда ездят слишком на высокой скорости, это дополнительная опасность, но это драйвит, это заставляет людей как-то более легкомысленно, что ли, относиться к своей жизни. Это вдохновляет. Но многие, что радует, с течением лет перебешиваются, так сказать, потому что вот они купили быстрый мотоцикл, все, отъездили, откатали. Вы, кстати говоря, можете поделиться своей историей в комментарии. Возможно, вы именно такой человек, который изменил свое отношение к езде, изменил свой стиль вождения на более безопасный с течением лет, с получением опыта и приходом понимания того, что это не безопасно, что это может стоить жизни. Так вот, люди просто берут, очень быстро меняют на более размеренный, более спокойный, выбирают другой стиль вождения, более безопасный, и благодаря этому их сезоны длятся долго, и многие доживают до очень преклонного возраста, таких седых-седых бород, и становятся матерыми байкерами, именно ощутив вот этот вот вкус адреналина и поняв, что на самом деле в мотоциклетной культуре это не самое главное. Самое главное — это все-таки внутреннее чувство свободы. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И я надеюсь, вы со мной согласитесь. Можете написать в комментарии, согласны вы со мной или нет. Конечно же, стоит здесь сказать о том, что многие выбирают мотоцикл из-за практичности, потому что двухколесный транспорт, не обязательно мотоцикл, но, например, скутеры, они очень юркие, мало едят топлива, то есть это невероятно экономично по сравнению с автомобилем. И из-за своей юркости, всепролазности, ты гораздо быстрее оказываешься в другой точке города. Проехать с той же доставкой, например, среди плотного потока машин во время час пик, когда ты лавируешь, не ищешь себе потом место, где припарковаться, встать около парадной, тебе никто не сигналит, что ты занимаешь какое-то место, что люди не могут проехать. Вот все это вместе, это настоящая практичность мототранспорта. Конечно, в России сезон не такой длинный, как хотелось бы, и не вся территория России подвластна очень короткому сезону. Есть регионы, где лето длится гораздо дольше, чем, например, вот у нас в Питере, там не больше 5 месяцев. Так что если вы выбираете себе средство для передвижения именно практичное, то мотоцикл или скутер — это отличный вариант. Мне от души, друзья, с вами хотелось поделиться своими впечатлениями и ощущениями того, почему и я выбираю мотоцикл, потому что для меня это совмещение всех вещей, о которых я сегодня рассказал. Для меня нету одной какой-то превалирующей среди них. Именно общее ощущение от мотоцикла, оно и связано с ощущением свободы передвижения, свободы путешествий, а также свободы финансовой, наверное, потому что для кошелька мотоцикл не так сильно губителен, как, например, автомобиль, особенно какой-нибудь дорогой. Выбирайте мотоцикл как средство своего передвижения, если
если вам близки какие-то из тех эмоций, о которых я сегодня рассказал, или вы хотите практичности. Поэтому от души всех приветствую в мотосообществе, если вы желаете в него вступить. Здесь клуб, друзья, открытый, мотоциклисты народ довольно радушный. Если уж ты выбрал средство передвижения на двух колесах, ну, значит, ты достаточно крутой парень или девушка для того, чтобы смело одеться в полную экипировку и ехать по дороге в закат. Ну а с вами, друзья, как всегда, был Йорш. Увидимся в новых видео. Всем пока!